Всем привет, друзья! Это вы удачно зашли. Сегодня я приготовила грибной крем-суп. Существует множество рецептов приготовления грибного супа. Грибной крем-суп по этому рецепту готовится достаточно быстро и просто. Продукты доступные, а сам грибной суп получается в меру наваристым, сытным и безумно вкусным. Кому интересно, оставайтесь со мной. И давайте пройдемся пошагово рецептам этого безумно вкусного горячего блюда крем-супа из грибов вместе. Итак, сегодняшний грибной суп я варю из шампиньонов. Вот с них и начну. А грибы несколько большие, поэтому я шапочек шампиньонов сниму кожуру. Чтобы долго не занимать ваше время, этот момент оставила за кадром. Теперь нарезаю грибы. А нарезать грибы можно так как грибной суп в конце все равно вместе со всеми ингредиентами пропускается через блендер. Я нарезаю грибы соломкой, но не очень толстыми. Чуть позже объясню, почему я делаю именно так. Нарезанные шампиньоны отправляю в сковородку. Пока обжариваются шампиньоны на сухой сковороде, я займусь луком. Лук нарезаю тонкими перышками. При желании лук также можно нарезать достаточно крупно, но так как толсто, крупно нарезанный лук не обжаривается до нежного состояния, я нарезаю лук пусть не очень мелко, но достаточно тонко. Нарезанный лук чуть-чуть солю, и отчего лук становится вялым. Вот такой лук можно будет обжарить до нежно-золотистого состояния. К этому моменту грибы пустили сок. Я не жду, пока сок весь испарится. Честно говоря, даже можно пропустить этот шаг, то есть не обжаривать грибы, так как считается, что не обжаренные грибы даже больше сохраняют свой аромат, соответственно, и суп получается более насыщенным ароматами грибов. Я как-то вот так вот по золотой серединке обжариваю грибы, но слегка. Идем дальше. В кастрюлю с толстым дном закидываю добротный кусок топленого масла. Туда же насыпаю весь лук. И на среднем огне жарю, пассерую лук до бледно-золотистого цвета. Затем отправляю в кастрюлю грибы и под закрытой крышкой даю им потушиться, томиться еще 5-6 минут. Вот чтобы грибы хорошенько пропитались ароматами лука, топленого масла и также хорошенько насыщали обжаренный лук и суп в целом, я нарезала грибы достаточно тонко. После заливаю грибы кипятком, варю суп еще 5-6 минут, солю, а из пряностей только черный молотый перец. Мешаю суп, заливаю все сливками, даю супу увариться еще буквально пару минут, взбиваю грибной суп блендером, выключаю плиту, а кастрюлю с супом оставляю на плите. Суп я варила на топленом масле, а при подаче на стол для усиления сливочного вкуса я закидываю в грибной суп маленький кусочек сливочного масла. К грибному супу можно подавать сухарики или обжаренный в тостере хлеб. Вот и все, друзья. Самый доступный набор продуктов, которые найдутся в любом холодильнике, где маломальски любят готовить, и совсем немного времени у плиты. Вуаля! Грибной суп со сливочным вкусом готов. Обязательно приготовьте такую вкуснятину для себя и для своих близких. Хочу отметить такой момент. Грибной крем-суп можно готовить на курином или мясном бульоне. Я обычно варю грибной суп на воде. Честно говоря, и мясной бульон, и сливки как-то многовато нам. Вы уже смотрите сами, но я бы не советовала. Грибной крем-суп и так получается в меру наваристым. А я всем желаю приятного аппетита, хорошего дня, бодрого настроения. Благодарю всех за просмотр, за ваши лайки и отзывы. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях.
Ведь я и рада, всегда вам рада.